Всем привет! Это вторая часть видео про сравнение средних шипов Dr. Neubauer KO с губкой 0.6 и длинных шипов Dr. Neubauer Viper Soft Ox, то есть без губки. И те шипы получились отличные. Информации для сравнения набралось много. Если вы еще не смотрели первую часть сравнения, ссылку на него вы можете найти под этим видео. Итак, по поводу атаки этими шипами. Вайперам удобнее всего атаковать, конечно же, по нижнему вращению. Попасть в стол при такой атаке будет легче, чем КО. Однозначно оценить эффективность такой атаки невозможно, поскольку это зависит от того, куда вы пихнули, с какой длиной траектории и так далее. А также от того, где в этот момент находился соперник и каковы его умения играть по такого рода мячам. В целом, этот прием, конечно же, важный. КО сложнее атаковать по нижнему вращению, чем Вайпер, и это должна быть более силовая атака. Причем, если вы атакуете по короткой низкой подрезке, то атаковать по нему не получится. То есть по нему вам остается только пихать. И Вайпером такой прием будет эффективнее. Если мяч с нижним вращением завышен, Вайпером его можно пихать с приоритетом попадания в стол. А КО два варианта. Либо можно пихнуть по месту, либо выполнить плоский удар, как гладкой накладкой. И, кстати, выполнять его очень даже комфортно. Это отличный элемент в арсенале КО. По верхнему вращению длинным шипом особо не поатакуешь. А КО можно. Принцип тот же, что и при атаке по верхнему вращению коротким шипом. Разница в том, что способность придавать вращение самый минимум. И есть существенный риск попадания в сетку или за стол. То есть в сравнении с короткими шипами или средними шипами, имеющими сцепление, КО сложнее попасть в стол при выполнении атаки по верхнему вращению. Причем значительно сложнее. Да, это минус. Но есть и плюс. Мячи летят противные, а приспособиться к сложности исполнения можно путем тренировки. И важный момент. По верхнему вращению можно атаковать плоско. Не сильно, просто движением немножко вперед. И к сопернику летит какая-то гадость. А можно накатом, и мяч летит немного другой. И это соперник должен учитывать. И еще можно по верхнему вращению атаковать топспином. Да, КО с губкой 0,6 мм можно исполнять топспин в условиях турнирного матча. На мой взгляд, это хороший прием. Я не могу сказать, что исполнять его легко. Но это из той же категории, что и управлять длинными шипами без губки. Поначалу кажется сложно и даже неприемлемо. А затем тренируешься, привыкаешь, появляется чувство мяча во время исполнения приема, и уже все кажется вполне приемлемым. Также и с топспином КО. Поначалу я вообще не мог даже накатить этим шипом, не то что сделать топспин. Мячи сваливались в сетку. Я только пихал открытой ракеткой, и соперники начали меня уверенно обыгрывать. Хотя я и не тренируюсь, но постепенно привык к шипам и начал время от времени исполнять топспин. Топспин можно исполнить коротко, можно средне по длине и можно длинно. Можно медленно, можно усилить, и это будет что-то типа топс-удара. Главное условие – надо быстро махнуть, чтобы хватило сцепления. У себя я заметил, что делаю это верхней частью лопасти ракетки, то есть той, которая движется быстрее. Само собой, по низкому мячу задача будет только попасть в стол. А если мяч над краем стола и на высоте сетки, то уже можно исполнить силовой топспин. В любом случае, мячи будут лететь неприятные для соперника, непривычные. Кстати, топспин с шипами КО можно исполнять по любому вращению. Может быть, для вас это звучит удивительно, но да, так и есть. Главное успеть разогнать ракетку. Даже если у края стола мяч начнет опускаться и он ниже уровня сетки, приседаете и вымахиваете резко вверх и вперед. В целом, насчет топспина КО скажу, что это полезный элемент для периодического использования. Если получается его делать, прекрасно. Напомню, что суть топспина в том, чтобы им выигрывать очки,
а не мериться, у кого сильнее крутится. Да, от слабо тянущих средних шипов, конечно же, топспин почти не крутится. В том и сложность для соперника. Скажите мне, вы много знаете игроков, которые умеют блочить топспин почти без вращения? Теперь насчет плоского удара. Когда получаете завышенный плоский мяч, вайпером можно плоско пробить. Но контроль, конечно же, похуже. И тут сила менее важна, а основное внимание на попадание в стол. В случае с КО можно просто вламывать по ровной траектории. И скорость мяча будет намного больше, чем от вайпера. Просто щелкайте резко кистью. Если соперник у стола, то это почти наверняка выигрыш очка. Если на расстоянии, то может поставить блок. Тогда надо добивать его. В общем, атака плоским ударом по завышению у КО отличная. Причем не имеет значения, какое вращение. Немножечко, конечно, надо корректировать кисть в зависимости от вращения приходящего. Но если вы пробиваете резким движением, то это делается довольно комфортно и сопернику не сладко. По этому элементу у КО однозначно большое превосходство над вайпером. Подведу итог по атаке. В целом, атака вайпером по разным вращениям сводится к тому, что надо попасть в стол и желательно туда, где сопернику будет неудобно. То есть это атака по месту, не силовая. Кстати, у нас на канале есть специальное видео о том, как длинными шипами атаковать правильно. Ссылка под видео. КО в целом дает больше возможностей. Можно пихать в стиле длинных шипов, можно играть в силовую атаку. Теперь немножко скажу про прием подачи. Прием подачи вайпером, да и любыми длинными шипами ОКС, это, наверное, в основном подставка под плоскую подачу или пихание по вращению. КО можно делать то же самое. Насчет сравнения эффективности сказать не могу, но тут то же самое, что я говорил ранее. КО дает меньше реверса, но легче направлять мяч. Против короткой, низкой, плоской подачи КО в менее выгодной позиции. При такой подаче надо пихать туда, где сопернику будет неудобно, иначе получите атаку. А от вайпера мяч будет более противный, с меньшим риском получить уверенную атаку. А если подача длинная, то КО позволяет по ней атаковать подобно коротким шипам. Просто плоско пихнуть, или накатить, или выполнить топ-спин. В зависимости от мяча противность будет разная, от большой до небольшой. А теперь насчет защиты. Обе эти накладки ориентированы не на защиту, но позволяют уверенно защищаться. Пусть их основное предназначение это игра у стола, но защиту можно применять как второстепенный элемент, если вы вынуждены защищаться. Про детали защиты вайпером не буду говорить сам, поскольку практика минимальная. Вместо этого, тех, кому это интересно в деталях, приглашу посмотреть посвященный этой накладке обзор. Там и про защиту тоже много есть. Ссылки под роликом. А про КО скажу пару слов. КО не дает такой вариативности в защите, как длинные шипы на губке, специально предназначены для защиты. Запилить мяч посильнее, то есть усилить приходящее вращение, КО вряд ли получится. Уменьшить переходящее вращение и вернуть плоский мяч вместо подрезки — это проще. Но самый приятный момент это то, что КО можно почти не париться насчет приходящего вращения, а только следить за углом подлета мяча и высотой. Очень комфортно направлять мяч из защиты. Мне не нравится защищаться, поскольку для меня это невыгодная позиция. Но я получаю удовольствие, когда подрезаю шипами КО, так как попадать на стол легко. Для накладки, не предназначенной для защиты, это очень хороший результат. Можно просто держать мяч, пока соперник не ошибется или не скинет. Контроль в защите хороший. Мячи возвращаются средние по сложности, при условии, что вы не являетесь защитником и ваша задача просто вернуть мяч на стол.
А теперь я попытаюсь подвести общий итог. Я не могу однозначно сказать, какие шипы противнее и эффективнее. Вайпер в умелых руках будет противнее в пассивной игре и в агрессивном каче, а КО совмещает противность и атакующую остроту. Невозможно сказать, какие шипы лучше. Они для разной игры, для разных задач. И вообще, нам пришла в голову идея сделать такое сравнение, когда несколько раз в комментах написали, что было бы интересно это сравнение увидеть. Вайпер лучше подходит для более медленной, более пассивной противной игры. КО подойдет для более агрессивной, более быстрой противной игры. Если у вас уже есть опыт игры этими шипами или против них, и есть наблюдения по поводу их противности и эффективности, поделитесь, пожалуйста, этой информацией в комментариях под этим видео. Это поможет игрокам, которые еще не играли этими накладками, но планируют и сейчас пытаются сделать выбор, что купить себе. В заключение я хочу напомнить вам, что покупать в нашем магазине всегда очень хорошая благодарность за наши видео. Также не забывайте лайкать и шарить, подписаться и нажать колокольчик со всеми уведомлениями, чтобы мы с вами встречались чаще. И хочу напомнить, что обзоры мы делаем, чтобы помочь вам сэкономить время и деньги, чтобы вы могли узнать свойства интересующих вас накладок и оснований, и заранее составить представление, что может вам лучше подойти, или наоборот, уберечь вас от покупки неподходящего. С этой же целью на сайте магазина TT Maximum построена подробная система фильтров и характеристик, помогающая разобраться в том, на какую тему та или иная накладка или основание, и какими свойствами они обладают. Так что заходите к нам на сайт, а если нужна помощь и консультация по выбору, пишите на указанные на сайте контакты, и мы поможем.